Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. В сегодняшнем видео будем вязать вот такой вот шикарнейший свитер. Говорю свитер, хотя это не свитер, а джемпер, так как у него нет воротника. Свитер говорю, потому что очень теплая пряжа, поэтому это целый свитер. Шубка, можно даже сказать. Вяжется очень-очень быстро, буквально за 2 вечера можно его связать. Тактильное удовольствие просто непередаваемое от вязания этого свитера. Поэтому советую обязательно вам такой связать, если вы найдете пряжу. Мой размер 42-44. Как сделать расчеты на свой размер? Нужно связать образец этой пряжи и измерить его и высчитать, исходя из своих параметров. Моя плотность здесь, вот в этом вязании, 11 петель в 10 сантиметрах. А поточнее, как сделать расчеты, у меня есть отдельное видео. Оставлю ссылочку в правом верхнем углу, поэтому, пожалуйста, переходите и делайте свои расчеты. Свитер вяжется сверху простым регланом с азиатским ростком. Здесь ничего сложного нет, потому что пряжа все забирает на себя, поэтому здесь сложностей никаких и не нужно делать. Я измеряла вот эту вот часть на себе в том месте, где я хочу, чтобы начиналась горловина, и переводила ее в петли и набирала. Если у вас размер 42-44, то тогда вы можете вязать все так же, как и у меня. Этот свитер шикарен с двух сторон. Его можно носить и на лицевую сторону, и на изнаночную сторону. Здесь все аккуратненько. Выглядит просто шикарно. Вы видели это на фотографиях. По поводу пряжи. Я покупала ее в местном магазине, поэтому где ее взять, я не знаю. Я смотрела на Валберис, но там такой пряжи нет. Возможно, вы найдете где-то. Возможно, она есть в магазинах, которые занимаются продажей итальянской пряжи. Может быть, вы все-таки ее найдете. Ну и перед началом вязания, как всегда, скажу, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Присоединяйтесь к открытому телеграм-чату, в котором мы общаемся. Свои работы выкладывайте по тегу, который указан на экране, либо присылайте в директ моего инстаграм или в телеграм. Я буду вязать вот из такой пряжи. Это у меня итальянская пряжа. Пимпа, стопроцентный меринос. Здесь 100 метров в 100 граммах. Довольно такая толстенькая. Может быть, кто-то уже из нее вязал, я вяжу из нее впервые. Покупала эту пряжу в местном магазине, поэтому не могу подсказать, где ее взять. Скрутка у нее вот такая, неравномерная, то тонкая, то толстая. И поэтому для вязания я буду использовать спицы номер 10. Я бы здесь взяла спицы 11 или даже 12, но у меня их нету, поэтому буду вязать десяткой. Вот на круговые спицы номер 10 я набираю обычным способом 52 петли. Петли набраны. Теперь я замыкаю вязание в круг. Петлю для замыкания я не делаю. Если вы делаете, то делайте. И начинаю вязать в круговую лицевыми петлями. Сейчас я провяжу 3 ряда просто лицевыми петельками по кругу. 3 ряда связаны, и теперь я буду распределять петельки на реглан. Распределяю следующим образом. У нас в общем 52 петли. По одной петельке я оставляю на регланные линии. То есть 4 регланные линии у нас, на них я оставляю по одной петельке. 52 минус 4, получается 48 петель, да, у нас остается 48. Возьму по 6 петель на рукав, получается 48 минус 12, это у нас будет 36 петель. 12 это на оба рукава, получается один 6 и другой 6, 12. И вот эти 36 петель нам теперь нужно распределить поровну на спинку и на перед. И у нас получается 18 петель спинка и 18 петель перед. И теперь, исходя из вот этого распределения, мы будем провязывать. Нам понадобится 8 маркеров. У меня нет больших маркеров, кружочков, поэтому я взяла простые резиночки, вот такие. Из них браслетики плетут или волосы заплетают. Обычные маркеры не пролезают в эти большие спицы.
И вот, к примеру, мы надеваем первый маркер, это у нас начало ряда. И пусть у нас здесь сразу же будет первая регланная линия. Провязываем петлю регланной линии, 1. Надеваем следующий маркер. Теперь мы перед маркером и после маркера будем прибавлять по одной петельке из протяжки. В этом ряду мы сейчас сразу начнем прибавлять. После маркера мы прибавляем петельку из протяжки за заднюю стеночку. Мы поднимаем с изнанки и вот так вот надеваем на спицу и за вот эту заднюю стеночку провязываем. У нас получается скрещенная петелька. Провязали одну прибавку, затем мы считаем 6 петель рукава, прибавку сейчас не считаем. Считаем 6 петель рукава по нашему распределению. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 петель рукава. Теперь мы будем надевать следующий маркер, чтобы выделить следующую регланную линию. Но так как мы заранее маркеры не поставили, теперь мы будем сразу же провязывать прибавки. Там была прибавка после маркера, 6 петель рукава, так же как мы высчитали. И теперь нам нужно будет, вот сейчас будем надевать маркер. И вот считайте, что перед маркером у нас прибавка. Перед маркером будем прибавлять также из протяжки. Берем с лицевой стороны, надеваем на спицу за переднюю стеночку, вот с наклоном вправо. Сделали прибавку, надели маркер, затем у нас 1 петелька регланной линии, снова надеваем маркер. После маркера у нас прибавка за заднюю стеночку, вот так вот с наклоном влево прибавляем. Сейчас прибавки не считаем вот в этих наших расчетах. Теперь мы провязываем 18 петель переда. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь сейчас у нас будет здесь идти снова маркер, отделяющий регланную линию. Для наглядности надену его сюда, на левую спицу. Перед маркером мы делаем прибавку из протяжки с наклоном вправо. Надеваем вот таким вот образом, поднимаем протяжку, надеваем на спицу и провязываем за переднюю стеночку лицевой. Затем переодеваем маркер. Теперь у нас 1 петелька регланной линии, мы ее провязываем. Дальше снова надеваем маркер, и после маркера у нас прибавка с наклоном влево. Провязали. Теперь провязываем 1 петельку регланной линии, снова надеваем маркер, и после маркера у нас прибавка с наклоном влево. С изнанки вот так вот поднимаем петельку из протяжки и провязываем прибавку с наклоном влево. Прибавки мы сейчас не считаем. Дальше мы до этого мы провязали перед. Теперь мы провязываем 6 петель второго рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь у нас здесь будет маркер. Для наглядности надеваю его на левую спицу. И перед маркером мы снова делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стеночку. Маркер. 1 петелька регланной линии. Маркер. И после маркера прибавка с наклоном влево. И теперь мы провязываем 18 петель спинки. Перед мы провязали, теперь спинку. Мы довязали полностью ряд до конца. У нас получается, что начинается потом следующий ряд. И вот у нас следующий ряд начинается с 1 петельки регланной линии. То есть перед ней должен стоять еще маркер. Вот здесь вот. И перед маркером в конце ряда, после того, как мы провязали последнюю вот эту вот петельку спинки, мы должны сделать прибавку.
То есть у нас здесь должен стоять еще один маркер. Провязываем прибавку. Перед маркером у нас прибавка с наклоном вправо. И надеваем маркер, который отделяет у нас петельку регланной линии, которая у нас начинается в следующем ряду. Вот этот вот у нас последний маркер, он будет у нас маркером начала ряда. Можно его выделить отдельным цветом, чтобы не путаться, что это у нас начало ряда. Закончили ряд, и теперь начинаем вязать следующий ряд. Следующий ряд мы провязываем без прибавлений, просто лицевыми петлями, переснимаем маркеры с левой спицы на правую, так как они у нас идут по очередности. Провязываем так полностью весь ряд. Следующий ряд мы будем снова провязывать с прибавками. Каждый нечетный ряд, первый, третий, пятый и так далее, мы будем провязывать с прибавками. Так же, как я показывала в этом ряду, будем делать прибавки. Останавливаться, думаю, нет смысла на этом еще раз. Перед маркером мы провязываем прибавку с наклоном вправо за переднюю стеночку. После маркера мы провязываем прибавку с наклоном влево за заднюю стеночку. И прибавки мы делаем через ряд. Ряд с прибавками, ряд просто лицевой, ряд с прибавками, ряд просто лицевой. И таким образом мы провязываем полностью всю нашу регланную линию, пока длина регланной линии не достигнет нужного нам размера. Примеряем на себя. И чтобы внизу ширина без учета петель рукавов была вам комфортна по обхвату груди с запасом на свободу облегания, такую, как вы хотите. Я связала высоту всей своей регланной линии. Всего у меня здесь связано 30 рядов, включая вот эти 3 ряда, которые мы вязали в самом начале. Сейчас у меня по кругу 164 петли, 46 перед и спинка и 34 это оба рукава. И плюс 4 регланные линии по одной петле. Сейчас мы будем отделять рукава, но перед этим провяжем азиатский росток по спинке. Так как мы сейчас, вот как раз у нас начало ряда получается вот здесь, это мы провязали спинку. Пока я рукава не отделила, я сразу провяжу этот азиатский росток, а потом буду уже отделять рукава. Так как у меня начало ряда получается на спинке, вот здесь вот, перед началом правого рукава, я сейчас буду вязать в обратном направлении спинку. Начало ряда у нас здесь начинается с петли регланной линии. Вот она уже у нас в начале ряда. Здесь у меня вот маркер начала ряда был. Кстати, хочу сказать по поводу маркеров резиночек, которые я сначала поставила. С ними вязать очень неудобно. Они как маркеры абсолютно не подходят, потому что когда двигаешь петли по спице, они вот так вот подворачиваются и внутри петелек пролезают не на свое место. Поэтому тем, кто особенно не сильно вот разбирается и прям нужно, чтобы было отделено, этот вариант вообще не подходит. Через несколько рядов я вспомнила, что у меня есть вот такие маркеры, крупные как раз, но даже они иногда умудряются выскакивать вот так вот через петельку, вот через вот это вот отверстие. Поэтому больше всего для такого вязания подходят, вот есть прям колечки пластиковые такие вот большие, но у меня их нет, к сожалению. Так, продолжим. У меня здесь был маркер начала ряда. Я его убираю. Все петельки регланных линий мы присоединим к переду и к спинке. То есть начало ряда, вот у меня начинается с регланной линии, я ее сейчас провяжу к спинке, и все. Теперь начало ряда у меня будет вот здесь, где сейчас у меня стоит маркер. Я разворачиваюсь. Первую петельку снимаю, вяжу в обратном направлении изнаночными петлями до вот этого вот первого маркера рукава. Провязали до первого маркера рукава, мы его снимаем, и вот эту вот петельку регланной линии мы ее тоже присоединяем к спинке. С этой стороны мы присоединили одну к спинке, с этой стороны тоже присоединили одну к спинке. Разворачиваемся. Маркеры, которые у нас спереди, вот здесь вот еще обозначают регланные линии. Эти регланные линии мы отправим как раз таки к переду. Сейчас пока вяжем росток. Этот маркер тоже можно убрать, но можете его оставить просто себе сейчас для наглядности, чтобы не путаться. Провязали изнаночный ряд.
разворачиваю вязание, снимаю первую петельку и иду в обратном направлении. Провязываю лицевыми петельками до маркера начала ряда. Он у меня обозначен другим цветом. Довязываю до конца, последняя петелька лицевая, снова разворачиваюсь, снимаю петлю. И сейчас я еще провяжу изнаночный ряд до этого маркера и затем лицевой ряд до маркера вот этого. То есть мой росток будет составлять 4 ряда. Когда вы вяжете росток, вот здесь вот смотрите, например, какое расстояние, какая высота у вас вот здесь вот уже провязана. К примеру, для моего размера и даже для размеров побольше, вот в этом именно варианте, крупное вязание 4 ряда достаточно будет. Если у вас прям большой-большой размер, то провяжите 6 рядов. Провязала свои 4 ряда, изнаночный лицевой, изнаночный лицевой. И это у меня начало ряда. Оно здесь так и останется. Я уберу пока маркер. Здесь у меня идет правый рукавчик. Переснимать буду на иглу. Я уже вдела сюда нить. И просто все петельки рукава переснимаю на иголочку. Пересняли до первого маркера. Вот эту регланную линию, петельку регланной линии мы не трогаем. Так, маркер уберем. Нам уже он не понадобится. Вот эту вот петлю мы сюда к переду перенесем. Сейчас вытягиваем ниточку, убираем иглу и здесь просто ниточку связываем, чтобы петли рукава у нас не спустились. Все, завязали. Теперь возвращаемся к вязанию. Спинка провязана, и у меня уже по кругу, без учета рукавов, здесь достаточная ширина. И я для подреза наберу всего лишь 2 петельки. Если у вас большой размер, можно набрать 5 петель, к примеру. И неважно, что будет, например, нечетное количество по кругу, нам здесь вообще роли это не играет. Поэтому можно набрать нечетное количество. Смотрите сами, петли подреза добавят ширины полностью изделию, поэтому если у вас тут, к примеру, недостаточно ширина, вы можете добрать ее как раз таки петлями подреза. Я набираю 2 и дальше беру перед и начинаю просто провязывать. Первая петелька, регланная линия, все, она у нас ушла наперед. Маркеры снимаем, нам больше они не понадобятся, только маркер начала ряда теперь нам будет нужен. Кстати, я забыла его надеть, он вот здесь вот будет у нас, потому что это спинка, и как раз таки перед правым рукавом вот здесь вот у меня маркер начала ряда. Пока надену так, а потом надену на спицу. Провязываем петли переда. Провязали. Это у нас уже идет рукав. Снимаю маркер. И провязываю эту петельку линии реглана сюда, к переду. Этот маркер мы тоже убираем. И точно так же, как и тот рукав, мы переносим петли этого рукава на дополнительную ниточку. Пересняли петельки рукава. Здесь я также набираю 2 петельки подреза обычными воздушными петлями, вот такими. И дальше провязываю петли спинки до маркера начала ряда. Провязала петли спинки, надела маркер начала ряда. У меня начало ряда получается, где подрез, перед подрезом. И теперь я провязываю вот 2 петельки подреза, провязываю за переднюю стеночку. И теперь дальше я провязываю просто все по кругу, ничего не убавляя, не прибавляя, просто по кругу лицевыми петельками, пока длина не достигнет желаемой. Я связала всю длину, и всего у меня получилось в высоту 38 рядов я связала. И теперь я буду закрывать петельки. Закрывать буду просто самым обычным способом. Не затягивайте вот эти вот петельки, чтобы край не стянуло.
вот эти вот, где ниточка тоненькая, она хорошо прям стягивается. Поэтому следите за тем, чтобы они не становились маленькими, эти петельки. Закрываем полностью все петли. Приступаем к вязанию рукава. У меня обычные китайские спицы 40 сантиметров. Ими очень удобно вязать. Меня вполне устраивают китайские. Подробнее об спицах 40 сантиметров я говорила в отдельном видео и про вязание рукавов. Если кому интересно, переходите по ссылочке в правом верхнем углу и посмотрите. И, кстати, не встречала фирменных спиц больших размеров. Если у вас есть такие на примете, то буду благодарна, если напишите мне. Для начала мы вот эти вот все петельки, которые у нас на ниточке, я вот ее развязала только что, переснимаем на спицы. Здесь не сильно удобно, так как тут у нас тоненькая ниточка, вот эта вот бросовая нить, на которую мы переснимали петельки. И поэтому петельки немножечко как будто бы маленькие. Переснимаем внимательно, ничего не пропустив. Мы пересняли петельки на спицы. Теперь вытягиваем вот эту вот дополнительную ниточку, убираем ее, она нам больше не понадобится. У меня это левый рукав. И вот мы пересняли петельки, которые у нас есть. И здесь у нас идет наш азиатский подрез. Вот эти вот петельки, они у нас сейчас должны уйти в рукав. Будем здесь их набирать, но начало ряда у нас должно быть там, где у нас подрез. Здесь у нас было 2 петельки набраны подреза, поэтому мы сейчас ниточку будем присоединять как раз в этом месте. Новый ряд у нас начнется именно с петель подреза, поэтому мы здесь набираем петельки подреза. Смотрите, чтобы у вас не было здесь больших отверстий, так же как и в любых других петлях. Когда мы набираем на рукав, ищем стабильные петельки, которые не образуют отверстия, и провязываю все петли рукава, которые у меня вот есть. Я набрала 2 петли подреза и одну петельку здесь набрала, чтобы не было никакого отверстия. Затем я в следующем ряду эту петельку вместе с петлей вот рукава сбоку вот провяжу их 2 вместе, чтобы не нарушать количество петель, которые у меня есть. Провязываем по кругу. Петли все провязала, и теперь вот в этом первом ряду я на какой-нибудь петельке поставлю маркер для того, чтобы потом мне посчитать количество рядов вот здесь провязанных по рукаву, чтобы на втором рукаве провязать точно такое же количество рядов. Отметила. Так, провязали этот ряд, и теперь у нас идут петельки подреза. У нас было 4 ряда, поэтому мы здесь можем 4 или 3 петельки набрать. Смотрите. Чтобы у нас не было некрасивых отверстий, набираем петельки. Так, здесь мы начинали набирать, хвостик оставляем. Так, но мне здесь уже не нужна петелька, я набрала, получается, 3 петли. У меня было 4 ряда, но набрала 3 петли. Смотрите, у кого как, мы ищем здесь также стабильные петельки, которые не вытягиваются и не образуют отверстия. И теперь вот эта вот петелька, первая, которую мы провязали в прошлом ряду, когда набирали петли подреза, подтягиваем хвостик. Я ее провязала, получается, у нас одна петля подреза уходит в левую сторону, а другая петля подреза уходит в правую сторону. В принципе, здесь это не важно, так как мы убавки делать не будем. Ставлю маркер начала ряда. И теперь я буду вязать по кругу. Так, здесь я сделала одну лишнюю петельку. Вот я провязала, получается,
Вот она. Получается, провязала 2 петли подреза, которые я набрала 1, 2. И вот здесь я набирала петельку лишнюю, чтобы не было отверстия. Я провязываю 2 петли вместе с петлей рукава. Все. И дальше теперь я просто по кругу все провязываю, всю длину рукава, без каких-либо манипуляций. Подтягивайте вот этот хвостик, пока вот первые ряды у нас тут идут для удобства. Затем мы его будем прятать. Все, теперь мы вяжем всю длину рукава. У меня на рукаве 39 петель. 34 у меня было после провязывания реглана. 2 петельки я набрала, это 2 петли подреза. И еще 3 петли я набрала по азиатскому ростку. 34 плюс 2 петли подреза и плюс 3 петли ростка. И получилось 39 петель. Я связала длину своего рукава. У меня здесь 54 ряда. Для того, чтобы понять реальную длину, которая у вас будет после ВТО, когда вы вяжете и примеряете на себя, то просто отпарьте рукав и вообще сам свитер отпарьте, чтобы полотно немножечко выпрямилось и вы увидели настоящую длину. Так, довязываю вот этот 54 ряд. И все, и начинаю закрывать. Закрывать буду обычным способом, так же как и низ изделия. Закрываем полностью по кругу и переходим к вязанию второго рукава. Когда все петельки закрыты, обрезаем нить, вставляем ее в иглу. И вот здесь вот у нас первая петелька, которую мы закрывали. Заводим сюда иголочку и выводим ее в последнюю петлю, чтобы закрыть вот этот вот разрыв, который у нас здесь образовался после закрытия. Прячем этот хвостик теперь в полотно, так чтобы было его незаметно. И все остальные хвостики точно так же прячем. Здесь нам нужно спрятать хвостики как можно аккуратней. Не на изнаночную сторону, например. Ну, можно на изнаночную сторону, чтобы было незаметно, особенно вот в эти вот толстые переплетения. А можно прям пустить по вот этой вот цепочке закрытия петель, так как чтобы хвостики не торчали с какой-то одной, с лицевой или с изнаночной стороны, чтобы мы могли носить на обе стороны, так как изнаночная сторона тоже очень-очень красивая. Вот. И также уходим в обратную сторону. Можно немножечко уйти и в полотно вот так. Все, ничего не видно, незаметно. Пока вот эту ниточку я обрезать не буду. Хочу сначала постирать, чтобы вот эта ниточка внутри немножко свалялась. И после стирки и ВТО я уже тогда эти ниточки все обрежу. Рукава закрыты. Видите, ничего не заворачивается здесь в этой пряже, несмотря на то, что здесь провязано все лицевой гладью. Свитер полностью готов, и теперь мы его стираем и проводим ВТО. Свитер мой полностью готов, он уже постиран и отпарен. Полотно ровненькое, красивое, ничего не заворачивается, несмотря на то, что у нас здесь простое обыкновенное закрытие ни на рукавах, ни по телу. Здесь особого отпаривания не требуется, но я все-таки все равно здесь отпарила. И просто слегка вот полотно
не растягивала, а немножечко просто разгладила, как бы привела в порядок. Сейчас я измерю в сантиметрах параметры моего свитера. Так, у меня получилась ширина 46 сантиметров, высота 44 сантиметра, длина рукава 37 сантиметров и ширина рукава 15 сантиметров. Расход тоже совсем небольшой. У меня вот была бобинка, и здесь было 500 грамм. И у меня осталось 50-70 грамм, наверное. Я думаю, что здесь больше 50, примерно 70 грамм. Я боялась, что мне не хватит, но у меня еще и осталось. Поэтому свитер при желании можно сделать подлиннее, чем у меня. То есть всего у меня ушло примерно 430 грамм. Но, конечно, исходя из размера, расход может быть совсем другой. Может быть больше, может быть меньше. Свитером я полностью довольна, он мне очень-очень нравится. Это лицевая сторона. По лицевой стороне, по изнанке он тоже очень-очень красивый. Я безумно довольна. Вязать было просто одно удовольствие его, и причем еще и очень быстро. Сейчас я выверну наизнанку. Вот такая вот изнаночная сторона, тоже очень-очень красивая, мне очень-очень нравится. Здесь у нас все аккуратненько, ниточек нигде у нас нет, ничего не торчит, поэтому можно носить его на обе стороны. Шикарно смотрится и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны. Поэтому, если найдете такую пряжу, то обязательно свяжите себе такой свитер. Кому понравился мастер-класс, поблагодарить можно лайком. Всем приятного вязания!